Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня поговорим об утеплении стен дома древесными опилками. Древесные опилки – это очень хороший и сильно недооцененный материал для утепления любых домов. Есть несколько характеристик, которые помогают сравнить различные утеплители и выбрать из них тот, что лучше других подходит к конкретной ситуации. Это стоимость, теплопроводность, паропроницаемость, стойкость к высокой влажности и конденсату, ну и срок службы. Что и говорить, что стоимость 1 квадратного метра самого дешевого современного материала, даже без учета затрат на доставку, превышает 150 рублей. Поэтому при утеплении большого дома затраты обходятся и составляют сотни тысяч рублей. Более подробно вы можете сами посчитать. Теплопроводность – это еще один важный параметр, от которого зависит толщина слоя, необходимого для снижения теплопотери. По этому параметру опилки уступают всем современным утеплителям, но ведь можно немного увеличить толщину слоя и довести теплопотери до заданного уровня. По теплопроводности 10 см опилок соответствует слою минеральной ваты толщиной 8-9 см, а пенопласту толщиной в 9-7 см. Паропроницаемость – это способность материала пропускать через себя водяной пар. Такая характеристика очень важна для материалов, которые используют для снижения теплопотери дышащих домов, построенных из древесины. По этому параметру опилки оставляют далеко позади любые другие материалы. Ведь из всех современных утеплителей только минеральная вата хоть немного, но пропускает пар. Остальные материалы полностью блокируют этот процесс, из-за чего микроклимат в доме меняется не в лучшую сторону. Также стойкость к высокой влажности и выпадению конденсата важна для любого утепляющего материала, ведь влажность всегда присутствует в воздухе, а конденсат выпадает при перепаде температур. Древесные опилки впитывают избыток влаги, а через некоторое время, когда влажность воздуха падает, выпускают пар из себя. Поэтому им влажность навредить не сможет. Чего нельзя сказать о минеральной вате, которая хоть немного намокнув, резко теряет свои теплоизоляционные свойства. Естественно, реальный срок службы материала можно определить лишь по его состоянию через какое-то время. Пенопласт, полистирол, пенополиуретан редко выдерживают 30 лет, ведь их разрушает кислород и ультрафиолет. Минеральная вата выдерживает лет 50-70. А опилки легко переносят срок службы в 150 лет. Для засыпки отходы распиливания древесины опилки смешивают с известью, которая предотвращает появление гнили или плесени, даже при увеличении влажности, и защищает утеплитель от грызунов и различных жуков. Через 2-3 года, а иногда и раньше, приходится подсыпать дополнительные опилки, так как нижние ряды слеживаются и уплотняются. Без этого никуда не деться. Для заливки опилки смешивают с различными вяжущими веществами в разных пропорциях. Далее готовый состав заливают в пустоты или полости, подготовленные для них, где он превращается в довольно прочный и твердый материал с маленькой теплопроводностью. Меняя количество опилок и вяжущие вещества, это цемент или гипс, регулирует теплопроводность и прочность утепляющего материала. Чем больше гипса, чем больше цемента, тем холоднее получается дом, но прочнее утеплитель.
Для штукатуривания используют такие же составы, как и для заливки, только подбирают более подходящие пропорции. Кроме того, стены перед штукатуркой обивают сеткой рабицей или пластиковым аналогом, чтобы улучшить сцепление утепляющего слоя со стеной. Плиты утепляющие изготавливают из тех же составов, которые применяют для заливки и оштукатуривания, только подбирая наиболее подходящее вяжущее вещество. В качестве вяжущего вещества используют цемент, гипс, глину, клей ПВА. Способ утепления стен в первую очередь зависит от их конструкции. Если стены кирпичные, бетонные, с пустотой внутри, то чаще всего их либо засыпают смесью извести и опилок. Ведь в таких условиях сложно не только заложить внутрь плиту, но даже залить раствор. Однако в стенах каркасных домов очень эффективный способ приходится использовать готовые плиты. В большинстве случаев утепление, выполненное методом заливки, необходимо защитить от осадков, ведь цемент, глина и гипс теряют свои свойства под воздействием воды. Исключение составляет клей ПВА, который после полимеризации не теряет способность пропускать водяной пар и не боится даже долговременного контакта с водой. Это же относится к методу утепления методом оштукатуривания. Стены, построенные из древесины и кирпича, особенно пустотелого, обладают очень высокой паропроницаемостью, благодаря чему внутри такого дома всегда сухой и уютный микроклимат. Утепление такого дома пенопластом и другими паронепроницаемыми материалами лишают его главного преимущества – сухого микроклимата комнат, а использование минеральной ваты нежелательно из-за высокой чувствительности к влажности и конденсату. Такие стены лучше всего утеплять опилками, ведь даже в смеси с цементом они обеспечивают хорошую паропроницаемость и снижают теплопотери без вреда для микроклимата. При возведении каркасного дома часто перегородки изготавливают из 2 слоев досок, а в образовавшиеся проемы заполняют сыпучим материалом. Чтобы опилки не увлажнились от испарения из теплой комнаты, на стену с внутренней стороны укладывают пергамент или другой изолятор. Смесь для заполнения пустот готовят несколькими способами. Для сухой засыпки необходимо приготовить компоненты такой пропорции: 90% сухих опилок и 10% извести пушонки для отпугивания грызунов. Перемешать ингредиенты до получения однородной смеси. Засыпать стены опилками доверху с небольшим уплотнением. Такой состав через некоторое время дает небольшую усадку, поэтому стены поднимите на 20-30 см выше запланированного уровня и заполните составом полностью. Чтобы избежать усадки, в опилки добавляют вещества для отвердевания – цемент или гипс. На одну часть опилок 0,3 части гипса и 2 части воды. Остается в заключении сказать: стены, утепленные опилками, вообще утеплитель с опилками должен иметь толщину не менее 30-35 см. Для эффективного здания рекомендуется толщина до 50 см. Но для дачи достаточно будет и 25. Определить количество засыпного материала можно на месте. Для защиты дома от промерзания подходят как мелкие, так и крупные опилки. Но мелкие немного теплее крупных,
Также можно использовать щепу и стружку. И то, и другое холоднее опилок, и разница составляет в среднем 15-20%. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал.